Если вы искали простой и сытный рецепт, который подойдет для всей семьи, вы попали точно по адресу. Сегодня готовлю оладьи с сосисками. Это тот самый случай, когда минимум усилий дает вкусный результат. Блюдо, которое нравится взрослым и детям, выручает на завтрак, обед, ужин или даже на перекус на пикнике. Никаких сложных ингредиентов. Все максимально понятно, удобно и быстро. Делюсь с вами рецептом, который стал одним из любимых у меня дома. Для начала беру сосиски среднего размера. Нарезаю их кружочками, пятачками. Не слишком тонко, чтобы они чувствовались в готовом блюде. Сосиски можно брать любые. Молочные, подкопченные, с сыром. Ориентируйтесь на то, что у вас есть или что вы любите. Вариантов очень много, и каждый дает свой вкус. Нарезку оставляю в сторону. И перехожу к основе – тесту. Кстати, список всех продуктов, как всегда, вы найдете в описании под этим видео. Заглядывайте туда, чтобы ничего не упустить. В глубокую миску разбиваю одно яйцо. Перемешиваю венчиком до однородности. Добавляю 1 столовую ложку сахара и немного соли. Этого достаточно, чтобы вкус был сбалансированным, не приторным, но и не пресным. Затем вливаю 300 грамм кефира комнатной температуры. Почему именно комнатной? Потому что так разрыхлитель будет лучше работать и тесто получится мягким и пышным. Перемешиваю венчиком, чтобы соединить все ингредиенты. Теперь понемногу начинаю добавлять муку. Я просеиваю ее заранее. Разрыхлитель. Добавляю постепенно. Мука может вести себя по-разному. Многое зависит от производителя и влажности на кухне. Главное получить густое, но не тугое тесто. Примерно как густая сметана. Оно должно держать форму или свободно падать с ложки. Перемешиваю тщательно, чтобы не было комочков. Когда тесто готово, добавляю в него нарезанные сосиски. Перемешиваю, чтобы они распределились равномерно. Но есть и другой способ, чуть позже расскажу. Главное здесь не перемешивать слишком интенсивно, чтобы тесто не стало резиновым. Все должно быть мягким, воздушным. Это один из тех рецептов, которые получаются даже у тех, кто только начинает осваивать кулинарию. Разогреваю сковородку с растительным маслом. Лучше взять сковородку с антипригарным покрытием. Тогда ничего не пригорит и легко перевернется. Масла должно быть немного. Не для жарки во фритюре, но и не насухо. Прогреваю хорошо и убавляю огонь до среднего. Выкладываю порции теста с сосисками прямо на сковородку. Готовлю по 2-3 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Теперь о втором способе. Если вы хотите, чтобы сосиски были по центру и красиво выглядели в разрезе, делайте так. Выкладывайте немного теста на сковородку, сверху кружочек сосиски и снова немного теста. Получается аккуратно, аппетитно и особенно нравится детям. Как только одна сторона подрумянилась, аккуратно переворачиваю. Если тесто правильно приготовлено, переворачивается оно легко. Готовые оладьи можно выкладывать на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло. Или сразу на тарелку, в зависимости от предпочтений. Уверена, как только вы подадите их к столу, они сразу разойдутся. Вкусные, сытные, ароматные – это то, что всегда работает. Некоторые любят подавать их с кетчупом, кто-то с йогуртовым соусом. Здесь вы можете экспериментировать и подбирать свое идеальное сочетание. Главное, чтобы все получилось быстро, просто и вкусно. Если вам понравился этот рецепт, подписывайтесь на канал и не забудьте включить колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Напишите в комментариях, какой вариант вам ближе – с сосисками в тесте или с сосисками в середине, и какие добавки вы бы попробовали. Мне очень интересна ваша обратная связь, ведь именно она помогает каналу расти и развиваться. Благодарю за просмотр и приятного аппетита!